Друзья, всем привет! И вот Украина, скажем так, в лице министра национального единства Украины высказалась и абсолютно поддерживает планы Европейского Союза по дальнейшей, скажем так, судьбе украинских беженцев. И, друзья, если вам эта тема интересна, смотрите это видео до конца, подпишитесь на канал и будете вы владеть этой ситуацией. Обращаюсь к тем, кто мне пишет на почту, это очень много сообщений приходит, люди задают вопросы: Роман, какие нам необходимы документы получить из Украины, как их правильно легализовать на территории Германии, на территории стран Европейского Союза, чтобы можно их было потом там в будущем подать в миграционным властям той или иной страны европейской, для того, чтобы можно было легализоваться и получить долгосрочный статус пребывания, если вдруг окончится временная защита. Друзья, вот моя электронная почта, вы ее видите на экране. Пишите мне ваше имя, пишите мне вопрос: Роман, необходимые документы, список документов. Обязательно оставляйте номер своего мобильного телефона. Я вам полный список вышлю, там будет все четко написано, будет инструкция, будет вам все понятно. У вас вопросов не возникнет. Сегодня, друзья, я хочу с вами поговорить о теме, которая волнует сотни тысяч, я бы даже сказал, можно так выразиться, миллионы украинских беженцев, которые находятся за границей. Особенно это касается украинцев, которые находятся в странах Европейского Союза и Германии. Это вопрос продления или окончания временной защиты, если наступит мир в Украине, если наступит перемирие, если там перестанут стрелять и так далее. Потому что сейчас мы видим повестку дня, да, в мировых средствах массовой информации. Активно обсуждается тема о перемирии на территории Украины. И двигает ее администрация президента США Дональда Трампа. В предыдущем ролике я рассказывал вам о том, что Европейский Союз в принципе уже определился с судьбой украинских беженцев, если вдруг временно будет перемирие или окончится временная защита. То есть в принципе у Евросоюза план готов, но они пока его публично не представляют, да, на публичное обозрение. Они собираются в июне 2025 года в составе, значит, то есть министры внутренних дел стран Европейского Союза соберутся на совещание и будут решать, обсуждать этот уже подготовленный план. И вот какое они решение примут, они, скорее всего, это все понятно озвучат, журналисты будут знать, и мы с вами будем понимать, что ждет, какая судьба ждет украинских граждан, которые находятся в странах Европейского Союза по временной защите после марта 2026 года. Будет ли шанс у них остаться, проживать, значит, в той стране, где они, скажем так, ее выбрали. Но это касается тех граждан Украины, которые четко определились, что они не хотят после окончания войны возвращаться на родину, что они хотят свою дальнейшую судьбу связать с Европейским Союзом. Это очень серьезная тема, поскольку миллионы украинских беженцев в странах Европейского Союза, если будет резкое прекращение войны, да, они могут оказаться под угрозой потери своего правового статуса временно защищенных лиц, да, и так далее. Какая причина? Это отсутствие, мы видим в настоящее время, четкого и, в принципе, скоординированного плана в Европейском Союзе на случай окончания боевых действий в Украине. То есть говорят, что план есть, но из-за того, что его публично не раскрывают, пункты этого плана, складывается такое впечатление, да, о том, что этого плана вообще нет. Ну, вот скажите, складывается у вас такое впечатление, если вы, например, проживаете в Германии и имеете временную защиту? То есть, ну, неопределенность дальнейшая, ну, однозначно присутствует. Напишите в комментариях, так это или нет. Сейчас в настоящее время в странах Европейского Союза и в Германии действует директива о временной защите 2001/55 ЕС. Она дает право гражданам Украины проживать в той или ином государстве, у которого они попросили защиту, имеют право доступ к медицине, да, образованию, работу. И последний крайний раз она была продлена, значит, до марта 2026 года. И казалось бы, время еще есть 11 месяцев, сегодня апрель на дворе, да, но вопрос в чем?
Вопрос в том, что в настоящее время никакой стратегии по дальнейшим действиям, да, пока не существует в странах Европейского Союза. И это, как я уже еще раз повторюсь, это вызывает у граждан Украины неопределенность и серьезные волнения, а у некоторых даже стресс. Потому что я с людьми разговариваю, они мне, скажем так, свои переживания, свои проблемы рассказывают. И если ситуация изменится, причем резко, например, да, будет перемирие, и Европейский Союз решит, что война окончена, то миллионы граждан Украины могут внезапно оказаться в большей неопределенности, да, то есть в подвешенном состоянии. То есть без плана нет гарантии, а без гарантии нет стабильности. Мы это с вами знаем. И это вызывает обеспокоенность не только у граждан Украины, находящихся по временной защите, но и у правозащитников, у адвокатов, которые занимаются правозащитной деятельностью, у международных правозащитных организаций и даже у некоторых европейских политиков. И вот после выхода в СМИ этих новостей о том, что собираются только в июне месяце встречаться министры и договариваться о чем-то, о дальнейшей судьбе украинских беженцев, Украина тоже не осталась в стороне и прокомментировала сложившуюся ситуацию в странах Европейского Союза с украинскими беженцами и их временной защитой. Прокомментировала она в лице министра национального единства Украины Алексея Чернышова. Он сделал следующее заявление и подчеркнул вот что. Временная защита для украинцев в ЕС должна продолжаться до тех пор, пока в Украине не наступит, он сказал, устойчивый и долгосрочный мир. Понятно, то есть перемирия недостаточно, исходя из его цитаты. Ну, это в принципе даже и логично. Ведь возвращение домой украинских беженцев, это на минуточку, в большей степени это женщины и дети, старики, да, и возвращение ставит, если это будет опасно, то возвращение домой это ставит под угрозу их жизнь и здоровье. То есть могут они возвращаться только тогда, когда будет устойчивый мир, когда перестанут реально летать шахеды, ракеты над головами и так далее. Это понятно. И Министерство национального единства Украины отметило, что следит за ситуацией, как сказал Чернышов. И по словам министра этого министерства, они активно занимаются, участвуют в международных переговорах и консультациях. Ну, это как бы обычные шаблонные фразы. Это и так понятно, потому что это его работа. И изначально хочу, друзья, вам напомнить, что это Министерство национального единства было создано специально только с одной целью, чтобы добиться возвращения украинцев домой, но сделать это так, чтобы люди сами приняли решение и добровольно вернулись в Украину. То есть без принуждения. В некоторых странах Европейского Союза уже давно обсуждают возможные изменения в политике, да, предоставления убежища, в пособиях. Многие говорят, что надо урезать пособия. Многие уже это сделали. И вот, например, в Германии Мерц заявлял и заявляет, и сказал, что будет создана коалиция, и он этот вопрос решит, о том, чтобы украинцев, по сути, перевели в другой статус и приравняли в социальных правах не гражданам Германии, а к другим беженцам из стран Африки и Ближнего Востока. И, соответственно, они уже бюргергельд получать не будут. Но это касается Германии. Также Чернышов вот что еще сказал. Говорить об изменении статуса для украинцев за границей можно только тогда, когда наступит долговременный и устойчивый мир. Наши международные партнеры совершенно ясно это понимают. Да, в Европейском Союзе тоже и в Германии чиновники и политики немецкие заявляли, что только перемирия недостаточно, ими перемирия, а именно нужен долгосрочный мир. Потому что после того, как будет мир, после этого поедет комиссия из Европейского Союза в Украину и будет оценивать, а можно ли украинским беженцам вернуться в Украину, и чтобы это было безопасно, да, дальнейшее их пребывание. И только после того будет в Европейском Союзе принято решение, значит, отменить временную защиту, да, если эта комиссия исследует и доложит руководству Европейского Союза о том, что да, действительно в Украине мир, и ничего не летает, и ничего жизни граждан Украины, которые имеют временную защиту в странах Европейского Союза, ничего не угрожает. Тогда будет отменена временная защита, и граждане Украины там
будут, скорее всего, возвращаться домой. Вот такая, друзья, ситуация. Что думаете вы по этой теме? Пожалуйста, напишите свое мнение в комментариях.